дорогие мои зрители, приступим к более детальному рассмотрению этого свитера. К сожалению, весь в кадр он на столе не влазит, поэтому буду вам его как-то частями показывать. Значит, для начала, из чего я вязала? Я вязала его из таких вот двух цветов, одной фирмы Газал пряжа. Состав этой пряжи 60% катон, 40% акрил. Бэби катон, как я уже и сказала, пряжа очень на ощупь такая мягенькая, для деток самое то. Единственный недостаток этой пряжи, это, естественно, как любого катона, это резинка, да. Ну, я покажу вам, как я вышла из этого положения. Ну, кому-то, может быть, понравится, кому-то нет, выбирайте самостоятельно. Значит, метраж этой пряжи в 50 граммах 165 метров. Цвет, значит, красный вот цвет, а синенький вот. Производитель пряжи Турция. Пряжа по своим, скажем так, цена-качество очень даже соответствует. Мне нравится, а моему ребенку еще больше. Значит, приступим к описанию нашего свитера, к обзору, как я его вязала. Значит, я его вязала сшивными деталями. Это были абсолютно все детали вязались по отдельности, да, отдельно вязался вперед, отдельно вязалась спиночка, рукава добирались вот из проймы петли и вывязывались уже дальше. Давайте начнем с размеров данного свитера. Так, возьмем метр. Так, высота горловины. Высота горловины вместе с кетлевкой составляет 6,5 сантиметров. 2 сантиметра кетлевка и 4,5 сантиметра сама горловина. Плечо. Плечо у нас спущенное. Причем так хорошо спущенное, как видно по видео, 13 сантиметров. Длина рукава от плеча. Длина рукава от плеча 31 сантиметр. Высота проймы 14 сантиметров. Длина от проймы до резинки 22 сантиметра. И сама резинка, она получается невысокая, 2 сантиметра. Такая же 2 сантиметра резинка и на рукавах. Ширина, где у нас резиночка, да, померяем. В спокойном состоянии 29 сантиметров. 33 сантиметра в талии. И в груди у нас, под грудью, скажем так, 34 сантиметра. В плечах 41 сантиметр. Так, значит, так он выглядит вблизи. Вот это вывязывался паук. Вот. И сейчас покажу, как он выглядит с обратной стороны. И вот его вид с изнаночной стороны. Горловина и сам паук. Вот. Швы. Видны, да? Рукав. Вот места убавок. Ну что ж, теперь мы с вами приступим к описанию данного свитера. Значит, я вязала на такие параметры. Объем головы 52 сантиметра, объем груди 54, объем талии 51, объем бедер 56. А длина изделия, скажем так, была желаемая 43 сантиметра. Длина рукава 48. 48 это имеется в виду с плечом вместе. Значит, вязала я из пряжи, уже сказала какая, это Газал Baby Cotton. И вязала я ее частями. Сначала я приступила к вывязыванию спинки. Что спинка? Спинку я вязала спицами номер 3. Значит, набрала я фабричным наборным краем, набирала, да, вот видно.
Вот. Набрала я, значит, 42 петли, из них же потом сделала, ну вот как первый ряд, да, мы набираем, потом мы делаем накид, провязываем петельку, накид, провязываем, накид мы делаем от себя. Ну, я думаю, что все знают, да, как фабричный наборный край набирается. Если нет, я сделаю ссылочку, где я это показываю. Это, по-моему, в кирпичном кардигане. Значит, набрала я на спицы номер 2,5 42 петли. Да, нет, сначала спицы номер 3, после чего на дополнительную нить, да, после чего перешла на спицы 2,5 и провязывала, в общем, получилось у меня 42,83 петли, и начала провязывать 4 ряда полой резинкой. Провязала я 4 ряда полой резинкой, да, достала вспомогательную нить, перешла на спицы номер 3 и начала провязывать резинку 1 на 1 спицами номер 3 10 рядов. После чего пошла вязать вверх. Вот так провязала я резиночку 10 рядов и пошла вязать вверх. Провязала я 71 ряд. В сантиметрах я уже сказала, сколько здесь. Дальше приступила к вывязыванию проймы. Вот этой вот части. Вот. Приступила к вывязыванию проймы. Значит, как я рассчитывала пройму, да? Значит, объем груди делила на 8. Это значит, я 54 разделила на 8, у меня получилось 6. После этого 6, которые у меня получились, я прибавила 7. У меня получилось 13 сантиметров. Так я высчитала, сколько мне нужно сантиметров провязывать пройму. Еще раз повторюсь, объем груди разделить на 8. Получили ваш результат X. После этого к результату X прибавляете 7. Прибавили 7, и вот это количество, которое вышло, это и есть высота вашей проймы. Значит, в моем случае это 13 сантиметров. Дальше прибавки. Как я делала прибавки? Прибавки я делала в первом ряду, я прибавила. Потом в 9 ряду прибавила 2 петли. Но это получается одна петля с одной стороны, другая петля с другой стороны. После в 19 ряду я сделала прибавки. Одну петлю с одной стороны, вторую петлю с другой стороны. И в 29 ряду я сделала тоже прибавки. Итого у меня получилось сколько прибавок? Вот на протяжении вывязывания проймы. 1, 2, 3, 4 прибавки. 4 прибавки по 2 петли. Итого у меня на спицах оказалось на 8 петель больше по спиночке. Я вам сейчас вперед показываю, но могу развернуть, конечно, по спиночке. Таким же методом я вывязывала и вперед. Единственная разница в том, что впереди я вывязывала паука по схеме. Так, дальше нам нужно приступить было вывязывать скосы плеча наши. Скосы плеча я, получается, вывязывала в 4 разворота. Вот у меня получается здесь 4 разворота. Прибавки вот выглядят вот так. Смотрите, если смотреть по схеме, да, вот идет у нас скос плеча, поделить его нужно на 4. Вот 4 раза развернуться с одной стороны и с другой стороны. Здесь вот, получается, провязали по прямой, да, 25 сантиметров, 71 ряд. И пошли делать прибавочки по пройме. В каком коэффициенте я уже вам сказала, как я делала. В общем, дальше потом нужно приступить к вывязыванию горловины. Я оставила 17 петель по центру. Петли я не закрывала, просто переснимала на дополнительную спицу. Вы можете закрыть на дополнительную нить, потому что мне петли нужны были быть, ну, открытый наборный край должен был быть. Дальше закрыла, ну, пересняла 5 петель, по 3 петли и по 2 петли. И таким образом у меня получился вот такой вот
Вот видите, вот так вывязывалась у меня, скажем так, горловинка. Так, вывязала. По такому же принципу я вязала и вперед. Вот. Вперед у меня получился более углубленный. За счет чего? За счет того, что я здесь сделала развороты 17, 3, 3, 2 и 2. Вот, у меня поэтому получился вот такой вот более, скажем так, углубленный. Скос плеча точно так же, как и по спинке. Вывязывание проймы точно так же, как и по спинке. Ничего не меняла. После этого, когда я связала 2 половины, я сшила иглой петля в петлю. Вот. Это примерно вот этот шов идет. Вот, сшила иглой петля в петлю. Одно плечо и второе плечо. Так, сшила плечи. Дальше что я сделала? Дальше я набрала на рукава по пройме. Вот. Набрала петли на рукава по пройме и приступила к вывязыванию по прямой, ну уже в круговую наших рукавов. Так, закрывала, вернее, сокращала я рукава. Сейчас я вам скажу, как. Значит, рукава я провязала 86 рядов. Сокращение я делала по 2 петли в 27 ряду, в 52 ряду, в 71 ряду. Итого у меня 3 сокращения. Вот первое, второе и третье. 3 сокращения по 2 петли. Итого я сократила, получается, 6 петель в одном рукаве и 6 петель в другом рукаве. Дальше я провязала, в общем, я сократила до 42 петель у себя на рукавах. На спице я набрала 56, вот изначально. Сократила, а 42 у меня получилось, я в резиночке еще немножко, вот в первом ряду у меня там не выходило. Вот я сокращала, видно, да? В общем, с 56 у меня получилось на рукавах 42 петли. Да, 42 петли, правильно. Значит, провязала 7 рядов я резинкой 1 на 1, и после чего еще 4 ряда полой резинки. И закрыла иглой. Собственно, вот так вот я связала рукава. Горловина. Собрала же я вот эти все петли, которые, да, по кругу. Провязала петлевочку. Сократила петли. Ну, как петлевки увеличивается сначала в 2 раза, потом сокращается. И провязала, ну вот сколько рядов можно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ну может 18 рядов резинка 1 на 1, 4 ряда полой резинкой и закрыла иглой. Вот, собственно, так я и вязала этот свитер. Сложно? Нет. Если не вывязывать этого паука, в принципе, сложностей вообще никаких. Если вывязывать паука, конечно, придется вот так вот немножечко заморочиться. Но у ребенка стоял вопрос супергерой, хочу Человека-паука, поэтому, собственно, пришлось немножко постараться. Так, вес этого свитера сейчас я взвешиваю. Сколько же наш этот свитер весит в итоге? «190 грамм». Так, вот. Так, 187. В общем, в общей сложности грамм 200 он весит. Вот, я думаю, что грамм 200, не больше, уйдет у вас на данный размер этого свитера. Значит, в планах еще есть связать к этому свитеру штаны. Вот. Ну и там может быть еще какие-то аксессуары полностью, дабы получился весь комплект Человека-паука. Ребенку свитер понравился, он очень мягкий, приятный на ощупь, он его уже носит, да, поэтому я прошу прощения за такой его немножко вид, возможно,
как бы задерганный, да, не до конца, он не отпарен, он уже как бы постиран, отпарен и уже в носке, причем полным ходом. Вот. Видео, как он смотрится на ребенке, я уже вам показала, прикрепила. Вот. Вам же желаю удачи. Если будут вдруг вопросы, почему не снимала я прям попетельно, как я его вяжу, честно, я не знала, что это будет, как это будет. Я еще себе даже, у меня где-то вот в мыслях были, что это и как это делать. Но, честно скажу, вот поделюсь с вами в конце, кому интересно, кто остался дальше. Изначально это были вот такие вот попытки. Вот, я вязала сначала круглой кокеткой, вот видно, да, пыталась вывязать здесь сверху паутину. Вот, это я даже снимала, скажем так, попетельно. Вот, но результат не совсем мне понравился. Как-то вот, ну, не зашло, да, здесь у меня было вывязано росток полностью как нужно, вот видно, да, по горловине, что росток вывязывался. Горловина, конечно, такая смотрится очень даже неплохо, честно скажу, вот. Но вот этот вот момент, вот как-то и паук вот какой-то он маленький получился, и тут вон еще куча всего. В общем, что-то пошло здесь не так, мне не понравилось. И вот еще были попытки, вот, в общем, вот, да. В общем, начала вязать этого паука по другой схеме. Схему я рисовала сама, паука я рисовала тоже сама. Отсюда и столько разных попыток у меня было. Вот. Но эта пряжа никуда не пропадет. Скажем так, она пойдет в ход. Потом у нас еще, говорится, куча планов. Вот у моего ребенка на то или иное. Поэтому это еще где-то используется. Вот, а я же желаю вам удачи, вдохновения, и если вам понравилось это видео и эта идея, пожалуйста, не стесняйтесь, ставьте лайки, вот, ну, возможно, будут какие-то новые у меня идеи, обязательно буду с вами делиться, вот, вдохновения вам и столько хорошего настроения.